Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Talks, и я не знаю, долгое или короткое ли получится это видео, скорее всего короткое, но учитывая, что я записала его рандомно, то пойдет. Сегодня вообще должно было быть видео про ВЛВ игры, тем более там День видимости лесбиянок был недавно, но после кучи срачей в интернете, которые я уже просто не могла выносить, я хочу высказаться немного на эту тему. Вы можете быть со мной не согласны, хотя потенциально это означало бы для меня лично, что вы, возможно, не совсем моя аудитория, but может, и я надеюсь, что я привлеку к себе тем более лояльную аудиторию и со мной согласятся. Это The Last of Us, первая часть игры. Вот это The Last of Us сериал, первый сезон. Это Элли из игры. Это Элли из сериала. И вот тут начинается самое интересное. И так как у меня горит, не обессудьте, что я немножечко так недовольна, совсем чуть-чуть. Наверное, стоит начать с того, какое масштабное обилие хейта вообще выливается на актрису Беллу Рамзи. И хейт этот был и раньше, когда вышел первый сезон сериала. Но тут сейчас выходит второй сезон, и внезапно хейт активизировался с новой силой. Казалось бы, вы уже видели ее в этой роли, вы уже знаете, кто играет Элли, так какого черта? Причем сейчас этот хейт активизировался с той силой, что, по-моему, выходит вообще из-под контроля. Я захожу в ТикТок, вижу стрёмные видео про актрису, захожу в Инстаграм, там посты сравнения с припиской типа «Она должна играть Элли», а там, чтобы вы понимали, косплей какой-нибудь с кучей фэш, но если бы даже реально похожа косплеерша и Элли, камон, вы реально думаете, что в приоритете взять рандомную косплеершу, похожую внешнюю личность, даже если она не актриса или не умеет играть, чем ту, что сможет сыграть, и тем более уже сыграла? Зачем? Дальше захожу в YouTube, что не Рожа, то Сережа, там все в этом. Потом я захожу в Threads, вижу кучи постов на эту тему, и спасибо большое, что там я видела и некоторые нормальные. Хотя обратного большинство, или они просто громче все кричат. И кто-то может сказать, просто помечай как неинтересно и все. Но нет, я это делала. Я помечала как неинтересно, я мотала дальше, я игнорировала весь этот поток говна. Но в какой-то момент у меня уже просто носит крышу от этого, потому что это нескончаемые потоки. Правда, нескончаемые, я не знаю, как так. И оно мне в новостях вылазит наравне с инфой про ремастерит Обливиана или Экспедицию 33. И так в какой-то момент у меня закончились силы молчать про эту жуть вокруг актрисы. И вот я, собственно, тут. Лично для меня самое молчание про подобное чувствуется так, словно я в какой-то момент не сделала тот минимум, который, могла бы сделать. И если это тоже приведет к тому, что со мной большинство будет не согласно, или даже к тому, что меня немножечко захейтят, если меня услышат хотя бы 2-3 человека, я свое дело сделано. Если меня услышат хоть несколько людей и задумаются, мотая на ус, я буду довольна. Все, я пыталась, хотят хейтить, пускай, я переживу. Теперь давайте совсем немного про саму Беллу. Она родилась в Ноттингеме в 2003 году, с детства хотела играть в кино, и уже буквально в 4 года она посещала школу театрального искусства. С 8 лет она с сестрой принимала участие в местных комедийных постановках, а в 10 лет поступила в актерскую школу, где стала прослушиваться уже на серьезные профессиональные роли. В 2016-м, в свои 13 лет, она дебютировала на ТВ, сыграв в знаменитой «Игре престолов» Лиану Мормонт. С того момента началась ее большая карьера, где она получила не один приз и отмечалась и критиками, и смотрящими, как выдающаяся звезда. У нее на самом деле много разных ролей, огромное количество наград и номинаций для ее возраста, но, конечно же, естественно, в нашем мире все не так просто. В нашем мире, будь ты хоть миллион раз талантлива, имей ты хоть дофигалион наград, если ты не вписываешься в стандарты красоты и в рамки общества, рано или поздно как-то где-то что-то вылезет, что-то типа недовольства или массового хейта. Тут я приложу немножечко тех скринов, тех мемов, недомемов, что я лично видела на просторах интернета, и подмечу снова, что это просто рандомные пойманные мной моменты, а не то, что я искала намеренно. Да, я немного патючка-крысючка, и просто скриню вам вот такие вот штуки, чтобы потом вывалить их в видео или в блоге, и вот такой кринжи на самом деле огромное количество. Огромное. Для меня в целом эта ситуация что-то из мега странной фигни, когда вы просто доебались к актрисе из-за ее лица, делая разные прикольчики, уничижающие это самое лицо, то, это больше говорит о вашем развитии, а вообще не о ней. Плюсом добавлю, что большинство тех, кто так делает, сами выглядят примерно вот так, скорее всего.
Но это другой разговор для отдельного видео. Тоже я много чего могла бы тут сказать. Знаете, что я вижу за всей этой мишурой? Я вижу максимально неуверенных в себе, в основном мальчиков порой за 30, которые просто недовольны, что им не предоставили очередную мейлги из парашу, где можно объективировать, лол, ребенка. Как это делали с Элли из игры. Если вы не верите, то я навскидку нашла вместо вас пару комментариев из многих, которые буквально прямым текстом пишут, что им нужен мод, оголяющий ее. А некоторые тупо оправдываются, мол, это же пиксели. Пиксели. Да, да, вот именно, блядь. Это игровые пиксели, которым по истории 14 лет, и ты, чувак, хочешь, чтобы тебе дали мод на 14-летнюю пиксельную девочку, что делает с ней подобное. Может, у тебя что-то не в порядке, или ты просто... Я бы сказала, на самом деле, иначе и больше. Я просто боюсь, что YouTube будет этим недоволен. Просто посмотрите на эти рандомные комменты. Я некоторые даже прочитаю. Тут сплошь пропитано мизогинией. И это не порицается, это считается чем-то нормальным. Это даже смешно. Можно погигикать, ха-ха, оскорблять внешность тела и лицо женщины, хейтить ее просто по факту того, что она не влазит в рамки твоей красоты. Тут бы я еще пообсуждала, правда, на отдельное тоже видео, что эти самые рамки часто есть навязанные, и люди могут тупо не знать, что им на самом деле нравилось бы во внешке других, а не ненавидеть что-то вне этих рамок, просто потому что, нам так сказали, нам сказали, что это некрасиво, просто так. И тут доходит до того, что ей буквально желают физической боли. Вы это видите? Какому-то ноунейму жаль, что актрису в реале не отпинали, как Элли в игре. Это просто край. Дальше смешной комментарий. Тут таких было тоже довольно много. Отказаться от роли, потому что разница с персонажем колоссальна. Красный крест, типа нет. Сняться в этой роли, типа буллинг. Галочка, типа да. Алло, народ, а вы в курсе, что она не обязана отказываться от роли из-за внешности? Вы прикиньте, вы такие с детства мечтаете кем-то быть, прилагаете усилия, делаете кучу всего, играете в фильмах, а потом вам дают классную роль, но какой-то ноунейм Александр сказал, что надо было отказаться. Сюр? Сюр. И тут начинается нытье про то, что она не похожа на девочку в игре. Ну да, блин, она не похожа. И что? Она и не должна, не обязана. Это грёбаная киноадаптация, и в ней играют живые, настоящие люди, которые могут быть не похожи на тех, кого они играют. Отдельным фактом еще идет то, что не все, кто смотрит сериал, играли в игру. Большая часть людей даже тупо не знают, как там Элли выглядит в игре, и им плевать. Кто-то после сериала, может, вообще захочет, наоборот, пойти и поиграть. Например, как в комментариях я нашла парочку таких. Если бы какую-то мою любимую игру пошли играть люди после просмотра сериала, то это было бы классно. Это же классно. Я буду только рада, что им понравилось, что они хотят протестить эту игру. Мне кажется, искренним фанаткам и фанатам это тоже было бы приятно, а не сидеть и лить во все уши, что она не подходит, потому что она не похожа на Элли. Так бывает. Зато как она сыграла? Лично мне она очень понравилась в этой роли. Прям очень. Я не шибко люблю фразу «не нравится, не смотри», но в этом случае это просто факт. Ты хейтишь актрису, но продолжаешь смотреть сериал? Why? Зачем? Почему? Тебе нравится через силу заставлять себя смотреть что-то неприятное? Типа с таким же трудом можно сказать что-то около «фу, говно отвратное», а потом его жрать. Если я хейчу условную игру за объективацию женщин, то знаете, что я точно не буду делать? Я не буду ее покупать, я не буду играть в нее, я не буду платить разработчикам компании деньги за то, что мне не нравится, чтобы они продолжали делать такое. Я не буду поощрять это. Я просто не буду смотреть и приносить им прибыль. Я не знаю, может, это я такая принципиальная, но я не буду наступать себе на шею и хавать это. И давайте, прежде чем кто-то сейчас додумается написать что-то типа «Ага, ты тоже что-то хейтишь?» Да, я хейчу то, что несет в себе негатив другим людям в масштабе и систематически. Я хейчу сексуализацию, потому что неважно, понимаешь ты это или нет, она вредит женщинам. Я хейчу мизогинные слова или всякие N-word, потому что они вредят. И это тоже отдельная тема, я, может, потом бы как-то ее раскрыла в другом видео. Боже, тут столько всего, что я бы раскрыла на самом деле. Хотя в целом тут довольно легко прийти к пониманию, если задуматься об этом. Так вот, коротко, да, я хейчу действия и всякие штуки, которые вредят, идут во вред, а не дай богине лица рандомных, не понравившихся мне людей.
Вот еще про разности. Не только Белла, ведь внешне не похожа на свою героиню. Джоэл, другие актеры и актрисы в этой и в разных других киноадаптациях, они тоже не всегда идеально соответствуют своим игровым личностям. Да даже в том же «Ведьмаке», например, есть несоответствие актера и персонажа из игры. И плюсом там, в принципе, вроде как актера меняли. Раз, два. Не помню. Такого хейта на них не было. Честно, мне может не нравиться актер, ровно как и сам Геральт из игры. Это вообще отдельная тема. Но я точно не задумаюсь идти и писать оскорбления в сторону живых людей из-за этого. Мне это тупо не нужно. Оно даже не принесет мне никакого профита. Я не знаю, может быть, хейтерам Беллы просто в кайф идти и выливать это все. Я просто не могу найти другого объяснения. Я прям представляю, с каким таблом эти люди пишут это комментарии, типа «унизил девку». Well, окей. Ты явно не добился того, что она в столь юном возрасте, но если женщина не отборная модель Виктории Секрет, а живой человек еще и с не самой стандартной внешкой, то ты, конечно, считаешь своим долгом что-то сказать против. Это вообще какой-то мем в плохом смысле. Давайте признаем тот факт, что она не просто так попала на роль, возможно, даже через кровать. Да, я знаю, что ей меньше 18, возможно, просто какой-то PDF-файл пишет Артём. Я не могу. Типа, первый сезон вышел в 2023 году. Съемки, очевидно, были начаты раньше. И на тот момент, на момент съемок, Белли Рамзи было около 18 лет. И попробуйте кто-то мне только сказать, мол, ну она совершеннолетняя. Вы в курсе, что это не так работает? Я даже не буду разбираться, что эти условные рамки были поставлены. Я не верю, что я это говорю и что я это объясняю. Чтобы мужики не пытались детей. В некоторых странах возраст согласия еще и ниже, и понижается. Но лично для меня люди в 20, а иногда и больше лет почти дети. Они совсем юные, эти пару лет, они просто не играют роли в опыте или в том, что это может быть еще не полностью созревшая ментально и порой даже физически личность. Не становится девочка в 16 или даже в 18-19 внезапно взрослая. Это не заключено в долбанной цифре, что меняется в 0000 числа дня рождения. Хз, я глядя на каких-то 18-летних парней в свои 26 не думаю о том, что хочу их. Я думаю, что они для этого, для меня, дети. Если что, это не про эйджизм. Я считаю, что и в 14 лет могут быть очень-очень умные, осмысленные личности. У меня буквально сестра такая, но это не отменяет того факта, что это все еще дети. Дети, подростки, совсем юные особы. Так вот, говорить подобное, как в этом комментарии, это мало того, что хрень, часто сексуализирующая юниц, но еще и полное стирание заслуг актрисы. Это стирание того, что она уже сделала, чего она добилась и что она может сделать своими силами. Давайте признаем, что она не просто так попала на роль. Серьезно? Серьезно? А в известный Games of Thrones она в свои 13 как попала? Вы шутите, должно быть? Еще смешные комментарии — это те, где людей буквально спрашивают, в чем проблема внешки Беллы Рамзи. Неужели внешность Элли в игре была так важна для сюжета? Она играла такую важную роль. Почему? А в комментариях отвечают что-то типа «потому что просто» или «потому что она стрём». Реально? Рили? И знаете, что в итоге? Белла Рамзи удалила все свои социальные сети. Я процитирую ее слова с переводом. Она говорила: «Я видела всю критику в свой адрес от фанатов The Last of Us из-за моей роли Элли. Я еще никогда в жизни не сталкивалась с таким большим количеством негатива. Я стараюсь не пользоваться социальными сетями, уже удалила свои аккаунты практически на всех популярных площадках. Очевидно, мой тип телосложения другой. Очень сложно было избавиться от мысли, что я не похожа на образ, созданный для игры». И знаете, что самое тупое? Снова же, она классная актриса, она классно сыграла роль Элли, на мой взгляд. Господи, девушка прошла большую физическую подготовку, занималась боксом, джиу-джитсу, стрельбой, чтобы войти в роль, вжиться в образ. Но этого никогда недостаточно для других. Многие даже не могут допустить мысли, что та же внешность Беллы кому-то может понравиться. Они сразу начинают писать, как я видела в ТикТоке, мол, ага, нравится, да, ну тогда желаю тебе такой же внешки. Блять. А вы прикиньте на секунду, нравится, да. Мне нравится ее внешность. Я также нашла других людей, кому нравится. Не у всех мозг загажен стандартами красоты, и не все впитывают будто мочалки стереотипные представления об этом. Мне нравятся разные лица, необычные, где-то странные, похожие на картинки, карикатуры. В целом в этом нет ничего невероятного или необычного, снова же красота в целом штука субъективная. И я в ужасе, что в 2К25 это нужно доказывать.
В итоге мы имеем очередное желание в объективацию в медиа, говорю так, будто бы это когда-то пропадало, очередной фокус на внешности, которую никто из нас, никто, включая тебя, не выбирали. И все это просто сводится к тому, что твое лицо стоит выше актерского мастерства, выше ценности тебя как личности, выше твоих заслуг и характера. Женщины-то в большинстве своем привыкли к этому. Мы переживали, сейчас переживем. А вот наступающие себе на горло, изъявляющие желание видеть вылизанные картинки в медиа, вот они, скорее всего, будут сталкиваться с проблемами в виде горения, недовольства, потому что они не могут усмирить свои какие-то приколы насчет других людей. Ведь в последнее время и дальше, я надеюсь, репрезентации будет только больше. А вы прикиньте, как это будет влиять и доставлять неудобства вот таким вот любителям похейтить все подряд. И в заключение напомню, что Элли — это не просто лицо или внешность. В конце концов, в адаптациях всегда, абсолютно всегда будут какие-то несоответствия. Никто не будет делать точную копию оригинала, это даже не имеет смысла. Так вот, это личность, личность с историей, с проблемами, с эмоциями, с тем, что Белла Рамзи передала, ну, чудесно, нравится она кому-то или нет. Хейт за подобное — это просто удел довольно скудоумных людей. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, тоже нормально. Всем пока.